Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта «Турнир в пустыне». Воздушное противостояние, на секундочку, 2005 года с участием таких бойцов, как Экскал и неизвестный мне игрок из Фран. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте, разумеется, в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что, запускаем машину времени и перемещаемся в 2005 год. Будущий чемпион мира будет сражаться в Эйр-Мироре на стандартной карте «Турнир в пустыне». Карта, которая в те времена была самой ходовой, можно было бы даже сказать более рентабельной, чем все остальные для поединков 1 на 1. Второй боец мне неизвестен, информации, к сожалению, нет. Но, может быть, кто-то из олдов, если таковые найдутся, напишет в комментариях информацию о нем, конечно же, если она есть. Благодарю игрока Сурден за предоставленный реплей. Итак, погнали, друзья, и смотрите, Фран пригнал сюда дроп, высадил дозер и поставил фаербейс абсолютно беспрепятственно. У Экскалибура на данный момент нет никаких наземных или воздушных юнитов, чтобы как-то помешать строительству фаербейза. Он достраивается, начинает пробивать сейчас электростанцию. Взлетает Команч, но пока фаербейс не пробивает, есть Раптор. И слушайте, получается такая ситуация, что похоже, что электростанция-то отлетит, так еще есть сплэш-урон, который потихоньку уничтожает филд. В итоге прилетает Раптор уже из Франа, и Команч уничтожает, который в тот момент уничтожал дозер. Ну и пробивается филд, и вполне возможно этот филд сейчас просто отлетит. Тем временем Экскал уничтожил Чинук Франу своим Раптором и летит обратно на базу, будет садиться и перезаряжаться. И филд минус, друзья. Тем временем Фран занимается тем же самым, чем и Экскал. Потихоньку пытается как-то сокращать экономику. Пробил или не пробил, тут непонятно на самом деле. Все чинуки живы. И пробивается тем временем еще и сапплай. Вновь Раптор прилетает. Пытается отстроить Экскал энергию и минус дозер. Вот куда первым Раптором бил Фран. Он бил как раз таки по дозеру. Пробил второй раз. Энергию построить так и не дает. Пробивается тем временем сапплай. Неужели сапплай все-таки сейчас Фран Экскал туда бьет? Да, все верно. Тем временем Экскал залетает, пробивает чинук. И безуспешно. Чинук живет. Ну а у самого тем временем нет ни сапплая, нет второго филда. Остались только рейнджеры здесь на базе. Вновь залетает Раптор и минус дозер. Еще и при том, при всем по электростанции успел частью снарядов пробить, но она пока еще жива. Ставится тем временем казарма. Рапторы от Экскала также продолжают летать. Пробивают здесь, но чинуки по-прежнему живы. Экономика вся на месте. На самом деле, ребята, Эйр-Мирор достаточно тяжело комментировать. Очень много событий, уследить за всем очень трудно, по крайней мере мне. Но я буду очень сильно стараться. Пробивается филд, но Экскал его пытается как-то защитить. Взлетают от него Рапторы. Дозер подъезжать, хотел ремонтировать, но дозер минус. Пытается Экскал, и филд все-таки сохраняет. Тем временем 5 рейнджеров идут на базу к Франу. Скорее всего, будет пытаться Экскал блокировать филд, перестреливать как-то Рапторы. Но посмотрим, получится ли у него, это большой вопрос. Ну и посмотрите, похоже, что Экскал задумал захват вышек сейчас. И Рапторы летят уже от Франа. Пытается тот самый филд-то все-таки дозакрыть, но выходит дозер, потихоньку ремонтирует. Плюс Экскал защищает и залетает Команч. Залетает Команч, пытается пробить дозер, но Экскал на страже. Вновь Рапторы. Рапторы от Франа. Ответный залп, но мимо. Так, опять минус дозер. Какая же блокировка удачная на самом деле сейчас база Экскалу. Многие игроки бы просто сдались, наверное, в данной ситуации, но только не этот. Этот у нас железный боец, на самом деле, с железными нервами, все-таки будущий чемпион мира. Наверное, потому он таковым и стал, потому что всегда доигрывал до конца, потому что даже в самых тяжелых ситуациях он играл, и играл достаточно успешно. И филд все-таки, ребята, закрывается, но благо Экскал ставит второй и устанавливает каркас еще одного филда.
Тем временем рейнджеры стоят под вышкой, под одной и второй. Задумал все-таки захват, чтобы хоть как-то немножечко так улучшить свою экономику. Ну, посмотрим, получится ли. Вновь минус Команч Франу. И закрывается электростанция. Вновь Экскал остался без энергии и минус дозер. Благо, есть экономика. Нужно заказывать новый дозер, отстраивать электростанцию, ставится второй филд, взлетает Экскал и пока кружит у себя на базе. И вновь полетели рапторы от Франа. Команч на центре дежурит, пробивается филд. И пытался вновь пробить по дозеру, но помешал командный центр. Повезло. Рейнджеры тем временем все минусанулись. Фран на страже своей базы. Блокировать филд не получается. И Экскал полетел наконец-таки в атаку. Пробивать по филду. И ведь почти закрыл и минус. Минус филд. Возможно, такая первая более-менее удачная атака сейчас от будущего чемпиона. Вновь пробивается дозер. Лазер-лок на Команч. И посмотрим, получится ли. Да, Команч падает. Дозер тем временем второй также жив. Но электростанция по-прежнему на 0% так и продолжает стоять. Нет энергии. Нет энергии у Экскала, энергию нужно, естественно, восстанавливать. Пробиваются вышки, Экскал вышки себе все-таки взял. Фран это дело видит и, естественно, начинает эти вышки пробивать. Нельзя давать сопернику экономический буст. Так, здесь пилот. Пилот попадает под огонь ракетчиков. И вновь выходят уже целых 3 дозера, слушайте, и ставятся 2 электростанции. Вновь отстройка филда. Опять рапторы залетают. Пытается пробить по дозеру, но безуспешно. Экскал контролирует. И прибежали рейнджеры. Прибежали рейнджеры, пробивают дозер. Ну, можно опять же филд пробовать блокировать. Опять залетает Экскал, пытается также филд уничтожать, но безуспешно, к сожалению. Пробивается вышка справа, вышка слева уничтожена. Все, Экскал опять остался без толковой, наверное, экономики. А тем временем Фран вышел уже на центр добывать. У него теперь в сумме 4 ресурсных центра. И падает Команч. Теперь уже Команч от Экскала. Перехват филда и саплая. Дозер пытается как-то противостоять. Минус Команч. Дозер давит тем временем пехотинцев. Рейнджеры, естественно, погибают. Залетают 2 раптора. Еще бы пробить, там еще 2 раптора, причем от Франа есть и добивает. Есть! Минус филд, и 2 раптора также вместе с ним погибли. Добыча на центре не прекращается. Пытаются рейнджеры здесь как-то убрать дозер. Настреливать по нему, но дозер, мне кажется, что все-таки будет жить. Хотя сейчас Фран никак не реагирует, и залетают рапторы. Залетают рапторы, по ним бьют куча ракетчиков. Слушайте, Экскал наспамил, пробивается филд, но успевает будущий чемпион мира, скажем так, взлететь. Идет пробитие, но меры. Есть меры, естественно, против ракет. Улетают рапторы без потерь. Ну а справа, слушайте, Команч дежурит. От Франа, причем Команч в стелсе. Минус дозер. Раптор отлетает. Так, тем временем Экскал залетел. Залетел Экскал, пробивает филд и минус. Минус, отлично. Отлично, Экскал. Каждый из бойцов набирает уже по 2-му рангу. Но причем Фран ближе к 3-му. Ну и Фран работает так получше, я бы сказал. Пытался построить стратегический центр Экскалибур, слушайте, но не дают. Отменяется каркас. 8к флуата сейчас у Франа на счету. Конечно, с такой экономикой-то почему бы так бы не воевать? Еще один филд минус, долетают рапторы. И возвращается обратно, и опять же, без потерь. Один каленый, конечно же, но все 4 на месте, полное звено. И садятся, естественно, в филд. Отстраивается еще один аэродром, ставится дополнительная энергия. Еще один аэродром Фран ставит. Да, все интереснее и интереснее. Вопрос, сколько так сможет Экскал продержаться? А может быть, он даже и затащит. Это будет вообще просто величайший, наверное, какой-то камбэк. Но пока Фран держит своего соперника, так скажем, в замкнутом таком состоянии. Не дает ему вообще, в принципе, что-то так толковое проводить. Так еще, смотрите-ка, Чинуками прилетел к нему на ресурсный док. Забирать у него хоть какие-то там коробки, да, чтобы меньше досталось экономики. Пробиваются ракетчики. Но не сказал бы, чтобы эта атака как-то была удачной. И еще и прибежали рейнджеры, слушайте. Но тут такое количество ракетчиков, и рейнджеры просто все эти будут сейчас погибать. И полетел Спектр Ганшип. Полетел Спектр Ганшип уничтожать единственный саплай, который сейчас есть у Экскала. И неужели это сейчас получится, да? Все, нет экономики сейчас у бойца под фиолетовым цветом. Но устанавливает новый ресурсный док. Но там ведь есть рапторы, слушайте, а тут чинуки от Экскала прилетели ответным визитом таким тоже на док к Франу. У него тут пытаются коробки украсть и спамятся Команчи. Команчи, напоминаю, в стелсе стоят просто пока дежурят. Ну и вновь отстраивается ресурсный центр. Благо у Экскала деньги на это есть. И теперь ответная атака пошла. Плюс Спектр Ганшип уже от Экскала. Закрывается филд.
С помощью Спектр Ганшипа тут еще и рапторы залетают. А неужели закроет? И минус 3 раптора. Франу ништяк. Просто круто. И плюс-минус филд с помощью Спектр Ганшипа. И уничтожается дозер. Тем временем ответный залет. Прилетают Команчи. Летают рапторы. Плюс лазерлоки на Команч. Посмотрим, получится ли. Да, закрывается. Закрывается Команч. Летают рапторы от Франа. Еще один Команч подлетает. И блокируются ракеты с помощью рапторов. Но такими темпами, слушайте, всю пехоту-то перебьют. Нужно что-то предпринимать. Минус Команч. 2 ракетчика остались жить. Плюс здесь еще есть пехоты. Достаточно много. Лазерлоки. Смотрите, сколько лазерлоков просто на этот раптор. И неужели он уходит? Он уходит, друзья. Он уходит от этой атаки. Еще лазерлоки. Ну, может быть, сейчас получится. Ну же, да, сбил. Сбил, пробивается филд. Но филд вроде бы как выживает. И прилетает Команчи вновь. Но такое большое количество ракетчиков, естественно, эти Команчи перебьет. Нужно ремонтировать филд. Дозер здесь есть. Филд ремонтируется. И минус сапплай, друзья. У Экскала нет денег даже, чтобы сапплай сейчас отстроить. Рапторы продолжают летать. Снести здесь какое-то здание. К сожалению, я не знаю, что здесь стояло. Вполне возможно, это казарма. Так, ну и отмена каркаса. И вновь перестройка казармы. Так, ну пока немножечко подуспокоились. Но опять залет. Опять залет и одиночная А10. Минус раптор. Опять залетают Команчи. А10 бьет по энергии. Минус электростанция. Так, тем временем пробиваются ракетчики. Минус дозер, минус раптор. И Команчи также закрывается. Экскал сражается. Мне кажется, нужно делать какую-то распродажу, возможно. Чтобы как-то восстанавливать свою экономику. Как-то свою вообще, в принципе, хоть как-то восстановить. И рейнджеры бегут в атаку. Тем временем залетают рапторы. Что на этот раз будет бить Экскал? Опять по филду бьет. Так. Залп. Залп по дозеру. Отстроить филд не получится. Так, еще раптор залетел. Там есть ракеты. Пробивает еще один филд. Минус вместе с раптором. Прекрасно. Так, здесь тем временем ответный раптор залетел, но минус. Экскал пытается защититься, но ему нужны деньги. Ему нужны деньги, чтобы поставить ресурсный. А денег нет. Нужно что-то продавать. Вопрос, что конкретно? Продается одна электростанция, но этого не хватит. Залетает Спектр Ганшип, пробивает по филду. Экскал успевает взлететь. Пробиваются также ракетчики, но сбивается. Сбивается Спектр Ганшип, но очень много пехоты сейчас полегло от этого залпа. И вновь Команчи полетели в бой добивать пехоты, я так понимаю. Так, тем временем Команчи палятся. Висит дрон. Вновь сбивают их с помощью рапторов. Отлично. Еще один, причем висит здесь в тылу, слушайте, и палит. Он просто видит, что сейчас на базе у Экскала происходит. Да и тут дронов куча опять же висит. Все видно. Командный центр у каждого из бойцов есть. База, при всем у Франа тоже, я бы не сказал, чтобы выглядеть так сильно внушительно, но получше. Получше, чем у Экскала. Прилетел чинук тут от Франа, но улетает обратно на базу. И вновь Спектр Ганшип пробивает ресурсный центр. Получится ли забрать? Да! Нечем здесь противостоять. Ресурсный падает, перенаводится, причем Экскал и пробивает электростанцию. Слушайте, так филды есть и нет рапторов. Филды есть, нет рапторов. Залетает раптор от Экскала, пробивает по сапплаю. Но нужно добавлять. Так, тем временем тут прилетают чинуки, защищают Команчи. Команчи залетают вперед. И пытается здесь филды блокировать, я так понимаю. Уничтожать рапторы, но есть, естественно. Ракеты у самолетов они сбивают. Один, правда, Команч, второй улетает налево. Он в стелсе. Но вот сейчас спалился, Экскал должен, естественно, его уничтожать 100%. Чинуки летают от Франа и просто на доке здесь у Экскала добывают. А у Экскала не хватает буквально немножко, чтобы ресурс на себе построить. А что продавать? Продавать-то опасно сейчас, в принципе, все. Но у Франа нет рапторов. Нет рапторов, но есть повышение. Причем, кстати, у Экскала вообще уже 4-й ранг. Может быть, если дойдет до 5-го, вполне возможно, что еще победит. Справа здесь очень много, кстати, Команчей. Все они в стелсе, но палятся, залетают рапторы. Экскал принимает решение пробивать их и падают. Падают 3 Команча. Но залетают, я так понимаю, еще. Да, залетают и просто сейчас пробивают по рапторам. А рапторы-то ведь сейчас без ракет. На секунду показалось, что Экскал может тащить. И просто падают оставшиеся рапторы, друзья. Боже, все, блокировка базы. Залетают чинуки, блокируют ракетчиков, и все. У Экскала не на что даже спамить. И нет сапплая, он остался без экономики. Закрываются дозеры, пехота ложится. Так это все. Экскал сдается. Но как же это было красиво. На секундочку показалось, что все-таки Экскалибур сможет это взять. Ведь оставалось до 5-го ранга буквально чуть-чуть.
А там ведь и топливная бомба могла бы помочь и так далее. Возможно, бы что-то распродал и восстановил экономику. Но, к сожалению, даже смотрите, по собранным ресурсам, да, видно, как Фран, ну, скажем так, пересобрал почти, ну, в 2 раза больше. Да уж, ребята. Вот какие классные игры показывали бойцы в 2005 году. Экскалибур в итоге сейчас чемпион мира, и уже тогда он показывал, какие достойные поединки, не правда ли? Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.